Здравия желаю, товарищи бойцы, и в этом обзоре палубный истребитель Су-33. Данный истребитель разработал Panda Mods, все ссылочки будут в описании, а я начинаю. Всем приятного просмотра. Ну что, господа, давайте приступим к обзору данного истребителя. Как вы поняли по названию, это истребитель Су-33. Поговорим о вооружение на данный момент, которое установлено на данном истребителе. Посмотрим его аэродинамические характеристики, также визуальную составляющую, как он работает, осуществим взлет, посадку и отработаем по условному противнику. Я специально для данного обзора еще добавил один мод. Это специальный мод искусственного интеллекта для управления вертолетами. Так что сегодня я вам покажу еще, как работает ракета Р-60 Молния. Давайте перейдем к визуальной составляющей, посмотрим его со стороны, как он выглядит. Выглядит он очень красиво. Посмотрите, какой он красавец, да? Стоит прям, ох, весь такой прям из себя. Представляете, в небе такую красоту увидеть? Играешь на ивентах с одной жизни, ну или в паблик, да, какой-нибудь там конфликт. Играешь, а у тебя над головой такой красавчик пролетает. Выглядит он очень хорошо. Проработанный довольно-таки неплохо. Да, есть, конечно, небольшие недочеты, но в целом, мне очень нравится, как он выглядит. Друзья, хочу сказать, что этот мод еще сырой. То есть Panda Mods еще в процессе разработки этого истребителя. Также можно на него залезть. Текстуры здесь физические. Все отлично. Можно по нему также ходить. Давайте же пройдем к носу данного истребителя. Ходить можно по крыльям. Что в эту сторону, что в эту сторону. Также можно походить по фонарю истребителя. По носу. Короче, в целом неплохо. Посмотрите. В целом неплохо. По нему можно ходить. Давайте же перейдем в кабину истребителя. Попадаем мы в салон. И видим следующее, что... Ну да, как описал Panda Mods о том, что мод еще не доработанный. Есть еще над чем работать. Ну это в принципе как и Су-25. Вы посмотрите, какой он сейчас стал красавчик. Я думаю, что это в дальнейшем все Panda Mods доработает. И давайте же посмотрим, какие здесь есть функции этого истребителя. Я так понимаю, это шток, предназначенный для дозаправки в небе. Также вторая функция — это открытие фонаря истребителя. Lower tail hook. Tail hook — это, по-моему, задний крючок, да, если не ошибаюсь. Lower — это закрыть, raise — открыть. Правильно? Tail hook же, по-моему, задний крючок. Ребят, напишите в комментариях. По-моему, да, tail hook — это у нас означает задний крючок. Давайте же посмотрим вообще, работает ли данная функция. Да, друзья, посмотрите, работает. Работает. Задний крючок у нас опустился. Это, повторюсь, друзья, истребитель Су-33, палубный истребитель, предназначенный для защиты кораблей. Также и отработки наземной цели. Повторюсь еще раз. И следующая функция — закрытие, по-моему, крыльев, да? Да, друзья, посмотрите, как красиво это выглядит. То есть в дальнейшем, когда будет создан авианосец, на котором можно будет передвигаться по морю, это истребители будут актуальнейшие. Вы представляете, как это классно? Едет авианосец, доходит до определенного места, и ты просто бамс, спокойненько выкатываешь истребитель, взлетел и пошел. Давайте же осуществим наш взлет. Давайте сначала запросим разрешение. Барсук 05, я Ястреб 01. Разрешите взлет. Ястреб 01, это Барсук 05. Взлет разрешаю. Все, друзья, взлет нам разрешили. И запускаем наш двигатель.
Осуществляем запуск. Запуск осуществляется так же, как и на вертолете, на английскую клавишу R. Давайте же посмотрим на него со стороны. Также присутствует тепловое выделение истребителя. Очень красиво. И давайте же взлетим на этой красивой птичке. Потихонечку набираем высоту. Покажу вам от третьего лица. Вай! Красавчик! Красавчик! Управление осуществляется мышкой, то есть вы можете управлять им мышкой. Также, чтобы поменять ракурс обзора, нажимаете Alt и двигаете, соответственно, влево-вправо. Но когда вы Alt бросаете, у вас он фиксируется в одном положении, то есть там, где вы его зафиксируете. Также можно управлять клавиатурой. Ну, мышкой, как по мне, управлять намного удобнее. Ребята, давайте же поговорим за маневренность. Маневренность очень хорошая у него. Кстати, управляется он еще лучше, чем даже Су-25. Я специально поставил горную карту Дагестан. Хочу показать вам более наглядно, насколько маневренный данный истребитель. Также есть обозначение с левой стороны. Вы можете посмотреть. Скажу вам, ребят, надо приловчиться к данному истребителю и все равно в настройках настраивать его под себя, потому что, ну, вот в данный момент, смотрите, я его не настраивал, и он очень чувствительный в управлении. Попробую осуществить опасные маневры, пролететь через горы. Давайте сделаем скорость потише, поменьше. Это очень быстро. Мне нравится, как же он управляется классно. Это просто суперски. Какое у нас здесь есть вооружение? Это 165-миллиметровая пушка. Также есть ракета Р-60 «Молния». И на этом все. Противовоздушная ракета и пушка. И все на этом, друзья. Давайте же перейдем к условному противнику. Поставлю вертолеты с автопилотом и отработаем по условному противнику. Поставил я условного противника и также подключил к ним автопилот. Все ссылочки на данные моды будут в описании под этим роликом, также и как и на автопилот. В том числе вы ссылку найдете в описании, друзья. Ну что, давайте же попробуем отработать. Дадим несколько залпов.
с ракет «Молния» и посмотрим, как это будет реализовано. Наблюдаем нашего условного противника. И давайте же по нему отработаем с наших ракет. Хорошо. -1. Ой-ой-ой, они по мне стреляют? Серьезно? Они по мне стреляли? Ха-ха. Какие же вы молодцы, конечно. Глянь, они за мной охотятся. Ой-ой-ой! Охренеть, они пытаются по мне попасть. Хорошо. Сейчас мы наберем высоту. Я вас услышал. Я вас услышал, уважаемые. Очень неплохо. Очень неплохо. Хочу посмотреть, насколько далеко сможет эта ракета увидеть вертолет. Ну, я так понимаю, мне прорисовка банально не позволяет это сделать. Но я все-таки постараюсь увидеть истребителя. Ой, точнее вертолеты, прошу прощения, истребители говорю. Ну да, мне банально просто не позволяет прорисовка это сделать. О, видел. На тебе, пошла. Бам! Лежать! И еще где-то справа я видел. Вот оно. Управление у него тяжелое, честно говоря. Появилась инерция истребителя. И чтобы тебе управлять мышкой, точнее, чтобы смотреть, да, обзором, тебе нажимаешь на Alt, и, соответственно, управление мышкой теряется, и только появляется управление клавиатурой. И это тяжело. Надо приловчиться, друзья, очень сильно. Так, и где он? Как вы видели ранее, вертолеты пытаются по мне попасть. Увидел о том, что здесь еще есть воздушный тормоз. Он активируется на английскую клавишу B. Включаем сверхзвук. И давайте же полетим с вами на посадку. Пусть он там одинешенько летает. Я уже всех там перебил, и он один там остался. Какие они кусочки. Представьте, еще ракетами могут в меня стрелять. Вот такой, друзья, искусственный интеллект. Повторюсь, все ссылочки будут в описании, как и на
данный истребитель и на автопилот. Делаем поменьше нашу скорость. И будем пробовать посадить нашу птичку. Видим наш аэродром. Сбавляем полностью скорость. И чисто на воздушном тормозе будем садиться. Правильно? Воздушный тормоз включен? Да, воздушный тормоз включен. Посмотрим, насколько он эффективно будет работать. Так как это палубный истребитель, он скорость должен терять очень сильно быстро. Открываем наше шасси. Посадили. Закрываем воздушный тормоз. Да, друзья, посадка успешная. И все у нас хорошо. Сейчас давайте же припаркуем истребитель и посмотрим, не сломал ли я шасси при посадке. Посадка была жесткая. Разобрался я, друзья, в управлении. Также здесь еще есть, оказывается, воздушный тормоз. Вы можете это все найти в настройках. Зайдите в управление и посмотрите, на какой кнопке стоит у вас. Там еще разных всяких функций есть для этого истребителя. Что-то его тормошит очень сильно. Походу я шасси сломал. Такое чувство. Но опять же, посадка была очень жесткая. Друзья, это я делаю все первый раз. Именно осуществляю посадку. Давайте же заглушим двигатель. Двигатель мы заглушили. И давайте для реализма откроем наш фонарь и посмотрим со стороны. Да нет, друзья. Я ничего не сломал. Мне кажется, или какой-то звук приглушенный? А, да ладно, звук... Вы представляете? Я же одел шлем, соответственно, я думал, почему звук такой приглушенный? А ну-ка. Нет, звук забагался. Но это ничего страшного. Ну что, друзья, вот такой замечательный истребитель. Посмотрите, какой красавчик еще раз. Вы увидели, как работают ракеты Р-60 «Молния». В управлении он, кстати, нелегкий, я вам скажу. У него появилась достаточно большая инерция. Но в целом на нем можно летать. То есть можно приловчиться, настроить управление под себя и осуществлять всякие манипуляции. Закрывать воздушные цели по противнику. И хотелось бы, конечно, посмотреть, как это будет выглядеть среди реальных игроков. Друзья, обязательно пишите в комментарии, хотите ли вы увидеть воздушный бой на трансляции. То есть я могу запустить стрим, мы можем запустить сервер, и вы можете, каждый желающий, кто хочет, кто имеет желание принять участие, так скажем, в небольшом турнире, который я буду проводить. А также скажу, друзья, турнир будет денежный, то есть вы сможете принять участие и получить за это денежные призы. Все условия турнира будут в описании под этим стримом. Все условия будут в моем телеграм-канале. Ссылочка также будет в описании. Я делаю небольшой турнир на истребителях. То есть мы будем делать воздушные бои. Также я сделаю конкурс, на каких именно мы будем производить истребителях, самолетах, штурмовиках. Неважно, то есть я сделаю голосование, и вы проголосуете в реальном времени. И на следующей неделе я устрою для вас небольшой, так скажем, турнир в режиме онлайн. Так что переходите в мой телеграм-канал, ссылочка также есть в описании.
Братцы, спасибо большое, то, что вы досмотрели данный обзор до конца. Обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, что же вы думаете по поводу данного истребителя. Ну а я с вами прощаюсь. Как говорится, до новых встреч. С вами был ваш полевой командир, дядя Леша. Всем пока-пока.